Здравствуйте, товарищи! Сегодня снова вернемся в лучшую для меня эпоху детства и юности. На этот раз купил тоже у одного товарища 10 аудиокассет, произведенных с 1982 по 1996 год. Все они бывшие в употреблении и с записями. Ориентируясь на официальную информацию сайта aquafabas.com, я расскажу об этих компакт-кассетах и послушаем, как раньше говорили, записи. Так что погнали! Открою обзор аудиокассет 1982 годом. Ровно 40 лет тому назад на рынке появилась вот такая вот модель Maxell LN90. Для сравнения покажу вам подобную модель, но 1980 года. Она у меня одна, и то с неоригинальным футляром. У нее вкладыш черного цвета, здесь белый вариант. Я купил две подобные кассеты. Судя по напечатанному на вкладыше графику, у новой кассеты лучше АЧХ-ленты по сравнению со старой. Подкассетник здесь прозрачный, имеет 3 рифленые грани и вот такую трапециевидную выемку под палец. Какого-либо бренда, бренд на нем не напечатан. Кстати, основной продукцией компании Maxell являются батарейки и аккумуляторы. И название бренда является сокращением по-английски ячейка максимальной емкости. Ну, дословно максимальная ячейка. Внутри вот такие цилиндрические на 3 опорах блокираторы катушек. Вкладыш чистый, ничем не заполненный, оригинальный. У кассет на 90 минут принт здесь голубого и черного цветов. Кассета изготовлена в Японии. Корпус кассеты разборный, имеет фактуру в виде таких мелких треугольников. Слева есть стеснение стороны кассеты, а справа направление движения ленты в виде треугольничка. Покажу сразу и вторую кассету. Блокираторы записи на обеих кассетах сломаны, но присутствует гравировка серийного номера. Внешне кассета на 90 минут похожа на 60-минутную кассету. Есть у меня такая в коллекции. Но у нее оригинальный вкладыш, но не оригинальный подкассетник. Но он уже оформлен в красные цвета. Вот в отличие от этого. Я почему так подробно описываю всякие детали? Они, наверное, будут интересны именно фанатикам. Не столько коллекционерам, сколько фанатикам. И чтобы их сориентировать по оригинальности, комплектности, фирменному оформлению, дизайну корпуса кассеты, подкассетника и вкладыша, я так подробно рассказываю об этом. И обращаю внимание на некоторые детали тех кассет, в которых я уверен, что это оригинал. Ну, а я уверен лишь в тех экземплярах, которые лично приобрел в 1990-е годы. Кстати, многие кассеты имеют ракорд, который используется для предварительной чистки магнитофонной головки. На этикетке так и указано. Конкретно вот этот Maxell комплектуется таким неабразивным отрезком ракорда. Он прозрачный, слегка молочный. Кроме того, в начале есть синяя широкая полоска и фирменные стрелки направления движения ленты. А также литера, указывающая сторону кассеты. Далее имеется белая склейка. И предыдущий хозяин даже нанес здесь свою подпись ручкой. Такая надежная защита от подмены ленты. А далее следует лента первого типа. Заметно, что лента юзанная. На ней имеется заломанный край с этой стороны. А на этой продольная складка в середине ленты. Ну что же, послушаем. Так, первая кассета Maxell. Отлично все мотает. Слушаем. Присутствует разбаланс по каналам. На стороне А записан альбом The Film Collection 1995 года DJ Dado. Здесь запись получше, однако уровни низкие. Эту сторону точно под перезапись. Здесь записан Nick Cave и The Bad Seeds, альбом 97 года. Далее еще один вот такой Maxell.
Вторая сторона. Обе стороны этой кассеты записаны в какой-то сборник инструментальной музыки, которая мне, честно говоря, не зашла, поэтому кассета под перезапись. После 1982 года следующим годом будет 86. В этом году появились на рынок кассеты ТДК-А. У меня модель, две кассеты на 90 минут. Состояние их очень приличное. Видимо, кассеты редко слушали или вообще не использовали, потому что даже подкассетники открываются со щелчком. И с натягом вот таким. Они целиком прозрачные. Сверху у них однозначно также есть выемка для пальца, но она отличается. В одном футляре грани выемки цепляются за палец. Вот здесь вот. И здесь спереди есть такой прямоугольник с точкой. Здесь такого прямоугольника нет. И в этом варианте она, вот эта выемка, более такая пологая, что ли. То ли разные партии, то ли в разных странах изготовлены. В остальном все идентично. Ну и блокираторы катушек, вот такие вот значки Мерседеса. В углу прощупывается тиснение ТДК Made in Japan. А вкладыши в алых цветах, и они чистые. Нет, есть пометка какая-то 41. Здесь указано, что в кассету установлена лента первого типа. Также я обратил внимание на надпись «Акустик кассеты» и предположил, что модель А предназначена для записи с микрофона. Но, возможно, я ошибаюсь. Корпуса кассет разборные и внешние в ни разу не используем состоянии. Только сквозь верхние наклейки проступил клей. Кассета имеет сложную фактуру. Здесь и полоски, и плитка. Справа на них есть отметка треугольника направления движения. И вот такой выпуклой точкой сторона кассеты. Одна и вторая сторона. Тут две точки. Ну а снизу принт белой краской. Блокираторы записи на обеих кассетах имеются. И здесь такой штамп, именно отпечатанный штамп серийного номера. Ракорд у них прозрачный. Далее белая склейка и лента первого типа коричневого цвета. В общем, вот такие две кассеты, ничего примечательного. Единственное, что у кассет первого типа ТДК, у них красный фиксатор ленты здесь. Вот у меня есть в коллекции также ТДК, и у всех кассет первого типа, независимо от года выпуска, у них везде красный фиксатор магнитофонной ленты. Вернемся опять к этим кассетам. Лента у них практически как новая. Видно, что эти кассеты никто не слушал, но мы послушаем. Следующая у нас кассета ТДК А90. Одна из двух. Первая сторона группа Free, альбом 1973 года. Сторона Б здесь чистая. Ну, кассета под перезапись однозначно. Еще одна кассета ТДК 90. Так, ясно. Вторая сторона. Ну, с этой кассетой тоже все понятно. Под перезапись однозначно. Тоскливый Элис Купер 75 года альбом и Мик Джаггер 87 год. На любителя. И далее у меня будут три экземпляра кассет Bass Ferro Extra 1 1988 года. Все с лентами первого типа и длительностью по 90 минут. Про оригинальность комплектации и оформления этих кассет я не берусь говорить, так что помогайте установить истину. Первое, что бросается в глаза, три разных подкассетника. У двух из них рифленые грани, но эти рифления ощущаются по-разному. Один из двух таких подкассетников тонированный, второй прозрачный. Имеется отличие и выемки для пальца сверху. И боковой грани крышки, в которую вставляется кассета. Вот здесь она так сужается, здесь просто такой вот прямой угол. Ну а третий экземпляр чисто весь прозрачный, гладкий, но с трещиной спереди. Вкладыши здесь везде с разворотом, только этот видно, что пользованный, он такой розоватый, и здесь уже даже белилами закрашена какая-то надпись. У данного вкладыша снаружи имеется вот принт такой с белой каемкой по всему периметру. У двух других на краях эта каемка прерывается.
Сами же корпуса кассет везде одинаковые. Они разборные, причем винты фиксируются со второй стороны. Я поэтому так и расположил. На пластике корпуса присутствует вот такая оригинальная фактура. По краям вроде как древесины, ну а здесь полосками. Цифрами имеется отметка стороны кассеты. В центре стрелка направления движения ленты. Я для себя называю эту модель BASF с красной цифрой. Напомню, что эта модель 1988 года. Точно помню, что у меня в юности были такие кассеты, но какое-то короткое время. Потом они куда-то зачем-то ушли. На пластиковом прозрачном окошке нанесена разметка с золотистыми штрихами. Встречаются варианты кассет, у которых под разметкой еще напечатан бренд BASF. У двух экземпляров этих кассет имеются блокираторы записи. У одного экземпляра они сломаны. И имеется гравировка серийных номеров на всех трех экземплярах. Ракорд у кассет слегка молочного цвета с черными черточками, они группами по 4. Далее следует склейка с мелкими цифрами, причем разными у разных кассет. И ярко-ржавого цвета лента, это точно железо, что отличает ленты фирмы BASF. Они везде как будто не юзанные. Послушаю и эти кассеты. Знакомые мелодии. Очень знакомые мелодии. Все очень знакомо. Вторая сторона. Ну, в общем, тут первая сторона какие-то поп-баллады, сборничек такой записан. Годов так 1995-го. Но мне показалось, что не подходит азимут головки. А на второй стороне Натали Имбурглия, по-моему, так произносится, 1997 года альбом. Вторая сторона кассеты, Натали, наверное, я точно сотру. Так, еще один BASF. Очень сильный разбаланс. Первая сторона какая-то сборка, наверное, лучшие хиты 80-х. Знакомая мелодия. Конечно же, это Аха, альбом 1985 года. Пожалуй, запись на этой кассете я оставлю. Первую сторону еще прослушаю, этот сборничек. Но вторую сторону, альбом Ахи 1985 года, да, мне заходит. Так, последняя кассета BASF FR Extra. Похоже, здесь тоже азимут магнитной головки не подходит. Вот здесь очень сильно заметно. Да, тоже какая-то инструменталка. Здесь аналогично. Ну, скорее всего, по перезаписи эту кассету. Где-то в начале 90-х появились аудиокассеты SNC HQ1 C90. Причем поступали они не в торговую сеть, а в продуктовые заказы на предприятиях. У моего одноклассника точно такие были. Это я к тому говорю, что на озвученном мной в начале ролика сайте не указан год производства кассеты этого бренда. Ну, считаю, что это начало 1990-х. Я купил его 2 штуки в хорошем состоянии. Подкассетники полностью прозрачные, у них только 2 боковые рифленые грани. Прошлый хозяин вложил в одну кассету вот здесь фотку или постер Литофорд, но здесь запись не ее. Вкладыши как новые, чистенькие. В них указано, что данная кассета изготовлена под торговой маркой Soda Nika из Японии, кстати, работающая с 1947 года в химической отрасли промышленности. Кассеты разборные. Здесь имеются такие белые винты и фактура такая мелкая-мелкая сетка.
Стикеров никаких не присутствует, потому что наклейка уже здесь вклеена. Вверху справа есть фактурная такая прямоугольная поверхность под надпись. Где-то читал, что если кассета изготовлена в Японии, то будет указано Japan. В моем варианте это поле пустое. Ну а слева стрелка, указывающая вверх. Блокираторы записи на обеих кассетах целые, но серийного номера здесь не присутствует. Ракорд прозрачный с одинокими редкими оранжевыми полосками. Белая склейка и лента первого типа. Ну, видно, кассета вначале очень хорошо юзанная, вот на этой кассете. А лента намотана на белые катушки. Слушаем запись. О, слышу пласт. На стороне А запись Iron Butterfly, альбом 1975 года. Перемотка с каким-то потрескиванием. Что-то роковое. Конечно же, это Оззи Осборн, 1981 года альбом. Еще одна кассета SNC. Татьяна Буланова и группа «Летний сад». Это альбом «Измена» 1994 года. Хорошая запись. Здесь же, конечно, Алена Апина, одноименный альбом. Это сборник лучших ее песен из 1993 года. Так, и в финале тоже Максель, но уже модель UR. На 90 минут. Это кассета 1996 года. Подкассетник здесь прозрачный, с тремя рифлеными гранями. Присутствует здесь трапециевидная выемка для пальца. Никакой принадлежности к бренду Maxell здесь нету. Блокираторы катушек в виде значков Mercedes. Вкладыш чистый, он без разворота. Изнутри он монохромный, снаружи цветной. На нем присутствует штрих-код и под ним запись, указывающая на производство кассеты в Токио. Торговая марка в 1996 году уже была Hitachi Maxell. Корпус кассеты прозрачный, из прочного пластика. В руках кассету осязаешь, такую добротную, качественную вещь. И обратите внимание, для 1996 года кассета в разборном корпусе. Кстати, стикеров в комплекте нету, а тут просится вклеить снизу полоску бумаги. В кассете оригинальные такие зубчатые белые катушки, ни с чем не перепутаете. Кстати, принт нанесен не на корпус, вот специально вскрыл его корпус, разобрал, а на демпферную прозрачную пленку. То есть, в принципе, без этой пленки это может быть кассета любого бренда. Ракурд у нее молочного цвета. Вначале также присутствует широкая полоса, но в этом Maxell она черного цвета, в отличие от предыдущих, там было синего. Далее стандартные стрелки направления движения, сторона А. Далее белая склейка и лента первого типа, по виду даже как будто не юзанная. Кстати, у меня еще есть вот кассета студийная с записью Парка Горького на 60 минут, как я и говорил ранее в своих видео, что у меня есть кассеты меньшей длительности, но они, как правило, студийные. Отличий тут практически никакого, только что 60 и 90 минут. И также корпус разборный. Хотя нет, есть отличия. Вот здесь эти катушечки как бы такие со спицами, а здесь вот диски такие цельные. Ну и также на ракордах на 90-минутной кассете синие цвета присутствуют, на кассете 60 минут все в красном. Стрелки и литера стороны. Далее белая склейка и ленты. По цвету практически одинаковые. Немножко есть какой-то оттенок за счет того, что ленты разной толщины. Обе хорошие ленты. Слушаем ее. Подмотаю.
Тоже хорошо кассета мотается, но она относительно новая. Помнит наши встречи, старый клен у речки. Неплохая запись, какой-то шансон, очень похож на Стаса Михайлова. А я люблю тебя одну, я все равно тебя найду на... Странно записана кассета. Пила был пожар, теперь зала охладели. А не ходите, девки, замуж, ну а если не втерпешь? Очень странно как-то собрана эта кассета. Короче, на стороне А здесь Евгений Маргулис, одноименный его альбом. Причем записи все свежие, 2013 год, где он собрал лучшие свои композиции. Ну а далее в качестве дописки запись Сергея Дубровина. Альбом 2017 года «Ты половинка моя». 2017 год, еще кто-то пишет. И вторая сторона также под его альбом. Ну а по итогу остались у меня вопросы только к бас красные цифры, как я их называю. 1988 года. И футляры у них разные, и принты на вкладышах отличаются. Это часто бывает с распечатанными аудиокассетами. Где-то сломанный подкассетник, где-то жеванную ленту на экземпляр другого бренда заменили, или вкладыш от кассеты другого года изготовления вложили. Если кто владеет информацией по данным аудиокассетам, прошу отписаться в комментариях. Но вас же благодарю за подписку на канал и оценку этого видео. Будьте здоровы! До встречи на канале. Пока.